Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Я Галина и где-то там мой сын. Сегодня у нас суббота, и в субботу обычно в Сербии ничего не работает. Ну, вернее, нет, работает до обеда, а вот в воскресенье практически ничего не работает. Поэтому мы сейчас идем кое-что поделать. Будь здоров! Какие-то дела поделать, а мы хотим зайти в китайский магазин и в магазин, где мы покупали велосипед. Для велосипеда мне нужно приобрести новое сиденье, потому что велосипед не самый дорогой был, и сиденье там не самое удобное, скажем так, и мне его нужно поменять. И вообще, как бы, оно жесткое, и кольчужка, в общем, не по размеру. Нужно купить. Я хочу купить такое же, как у Никиты. Оно удобное, и мне оно тоже подойдет. Вот. А в китайский магазин мы идем, потому что я купила несколько месяцев назад вот такой вот кашпо, несколько штучек. Они все очень супер классные, у меня много цветов уже в них растет. Но 2 штучки я не доглядела, и они были без поддонов. Вот. И ни чека у меня ничего нет, и его я с собой не понесу. Я просто приду в магазин и спрошу, скажу, вот, ну, на слово, поверите или нет. То есть не было 2 поддончиков. Если поверят, может быть, если они у них есть отдельно, может быть, они мне дадут их. Ну, нет, значит нет. В общем, надо попробовать. Вот. Так что такие у нас сегодня дела. Не особо большие, важные, потому что, как я уже сказала, суббота-воскресенье – это практически полностью выходные. Ничего не работает в Сербии. Как тут мои цветочки? Нормально. Это отсаженная герань моя красивая, которая супер цветет красиво. Это тоже все принялось, все хорошо. Розочки потихоньку цветут. Хризантемы тоже нормально выглядят. Вот это похуже выглядит. Но посмотрим, может быть и ничего. Моя айвушечка и клубничка. Вроде нормально себя чувствует. Кстати, солнца почти нет яркого. Вот тучка себя хорошо чувствует. В общем, каждый вечер я их поливаю, выхожу, потому что сейчас очень жарко. Так, пойдем с той стороны посмотрим посадки. Сейчас какая-то машина приехала, это не наша машина. Ну, в смысле, не соседская, здесь другая машина должна стоять. Не знаю, откуда она взялась. Так, виноград. Виноград у меня сорт розовый. Ну, кстати, да, он тоже болеет. Вот тоже у него на листочках. Вот это я забыла, как называется. Вот. Его надо удобрять удобрением. То есть ему не хватает каких-то элементов. Я уже почитала про это. Вот. Это моя прекрасная елочка. Ну, это не елка, конечно. Вот тоже себя чувствует хорошо. Ежевика тоже. Кстати, ежевика у меня бесшипная. На ней нет совсем шипов. И я об этом даже не знала, когда ее покупала. И вот только когда она выросла, я вот увидела, что она бесшипная. Все. О, пупсик наш. Тимонька, ты уж сиди, мы по делам, потому что уходим. Не уходи, побудь дома. Ой, солнышко. Мой хороший. Все, мы пошли, Тимонь. Пока. Виноградик у людей. Да вон показываю, виноград у людей. Ой, у нас тоже так было в Крыму. Тим, ну ты не ходи с нами, Тимош. Иди домой. Малыш, мы уходим далеко. Иди домой скорее, Тимочка. Тим. Все, не ходи с нами. Тут оставайся.
Видишь, абрикос уже лысый стоит. Все, собрали весь урожай. А вот виноград какой шикарный у соседей. Беседочка. Вот у нас в Крыму то же самое было. У нас возле подъезда такая же была беседка, рос виноград. Так что я не зря говорю, что мне здесь все напоминает о Крыме. Так, вот я сделала глупость, я не взяла сегодня кепку. Возвращаться уже не хочу. Дом у нас все так же продолжают интенсивно достраивать. Я не знаю, здесь, наверное, вот строят вот год и все, и дом готов. Очень быстро. То есть, я так понимаю, это последний уже у них этаж, 5-й. И все, потом внутри все сделают. И домик будет готов. Так, снова ужаснуться, посмотреть на градусник. Показывает 43. Но опять же сейчас не 43. Сейчас 33. Вот на солнце я обратила внимание, всегда ровно на 10 градусов он показывает больше. Сегодня 33 градуса, не 43. Вот, но вообще-то очень жарко, потому что нет ветра, нет ветерочка. И поэтому 33 переносится тяжко. Иногда бывает вот 31 и ветер. И вообще кажется, как будто бы вообще нет жары. Вот. То есть я не думаю, что это из-за 2 градусов так вдруг невыносимо. Это из-за того, что нет ветра. Мы ждем автобус. Там не хочется на остановке стоять, там жарко. Вообще вот заметили такую особенность, что местные даже в такую жару ходят в такой закрытой обуви, в кроссовках, еще и на носочек. То есть мы, например, в шлепках, но практически все ходят в кроссовках. Вот, причем и старшее поколение, и вот молодежь. Он в черных кроссовках парень стоит. В общем, ну это не то, что он один, а это прям вот очень многие. Ну, не все, конечно, есть и сандали, какие-то босоножки носят. Но, в общем-то, очень много кто ходит вот в такой вот обуви, в такую жару. Что-то у нас тут происходит, я не могу понять, не знаю. У нас по нашей улице раньше ходил один маршрут, 5. А сейчас почему-то здесь едут и 2, и 15. Князь Села, да, по-моему, называется. Как-то так. Вот. В общем, вообще непонятно. Они должны ходить по другой улице внизу параллельной. Почему они там сейчас не ходят? Не знаю. Мы там сейчас будем, кстати. Вот, может быть, мы заметим, что там такое случилось. Может, какие-то ремонтные работы. Не знаю. В общем, китайские магазины и велосипедные находятся именно там. Сейчас мы попытаемся посмотреть. Вот мы сейчас возле китайского магазина находимся. И да, действительно, здесь ремонт дорог происходит. Поэтому все автобусы едут через нашу улицу. Здесь такой оазис из искусственных цветов в китайском магазине. Так, ищем кашпо мои. Вот они. Что-то я пока не пойму. Вот эти с поддончиками. Вот такой цвет не нужен. Вот светло-серый один. С поддончиком, да. Так, вот белые. Угу, это не такие, это маленькие. В общем, получается, что вот те, которые я беру,
Только 3 цвета. Вот такие коричневые мне вообще не нравятся. Темно-коричневые я не хочу, потому что от них слишком нагревается корневая от солнца. Я хотела белый взять. И вот такой серый. Ну, серый подойдет. А белых нету. Ладно, возьму один зеленый тогда. Ой, как же его вытащить-то? Угу. Все, 2 штучки куплю. Мы тут нашли такие интересные модельки машин. Это что? Это Лада? Что это? Это Нива. Это Нива. Ну вот, знаток. А это ДПС, полиция. Русская машина. Вот, да. Вот так. Что тут написано? Причем МЧС символ, над ним полиция, Ага. здесь на капоте ДПС, еще что-то было. В общем, да, это такое На на все случаи жизни. Вот ФСБшные есть, пожалуйста. вот здесь, да, здесь полиция и ФСБ. Еще ОМОН. О, вот как-то так. 3 в одном. Ну, дальше все. Дальше уже Мерседесы пошли и так далее. А вот Жигуль, да. Какая модель? Не знаю. Я в них не так сильно разбираюсь. Какая-то тройка, наверное. Ну вот китайцы делали. Вот старались, чтобы всем угодить. И ФСБ, и полиция. Да. Чтобы подошло для всех. Нет, так это самое интересное, что на русском все написано и под наши эти службы. Тут не местное все. Да, марка-то Мерседес, написано ФСБ. В общем, как-то так. Эти чашки прикольные, красивенькие. Такой комплект стоит всего лишь 400 динар. Подарочек вот так можно. Вообще здесь, конечно, ассортимент очень большой. Что хочешь, то и купишь. Все есть. Всякие доски. Но у меня этого добра полно, конечно. Вот он мой хороший, дождался наш. Пошли домой. Дождался нас? Пойдем, мое солнышко. Пойдешь? Тимка, пойдем домой. Тима. Тимочка. Тим, пойдем. Ладно, через террасу зайдет. Хотя он любит с нами заходить через подъезд домой. О, бежит, я же говорю. Повыпендривался немножко и бежит. Где Тимочка живет? А? Где Тимоша живет? Так. Ну заходи, заходи, мы за тобой. Заходи первый. Заходи. Правильно, придай ускорение ему. Ну здрасте, ты не здесь живешь, не в подъезде. Пойдем домой. Тимонька, пойдем. Ему здесь хорошо, в подъезде свежо так. Тим, пойдем домой, дома тоже хорошо. Тимоша. Я не знаю, он не хочет. Он хочет слоняться по подъезду. Тимоша, кс-кс-кс-кс. Тима, Тима. Все, ладно, бесполезно звать его. Очень любит сидеть в подъезде. Всем здравствуйте еще раз. Хочу поделиться такой новостью. Мы узнали о ней случайно. Мы были сегодня в банке, в нашем, в Альта-банке, потому что мы являемся клиентами Альта-банка. И мы там открывали счет еще 3 года назад, когда запланировали купить нашу квартиру здесь, в Сербии. И тогда все было намного проще. Мы просто перевели официально деньги из Райфайзенбанка в России сюда, в Сербию, в Альта-банк. То есть все официально, деньги пришли очень быстро. И остальное мы перевозили руками, так как положено. Эквивалент, в общем, 10 тысяч долларов. Вот. Ну, мы перевозили в евро.
на двоих. В общем, все прошло хорошо, гладко, можно было спокойно открыть счет. Вот, что же теперь мы узнали? Нам нужно было сыну взять справку, то есть реквизиты счета. Так как у нас открыт динарский и евро, то надо было на всякий случай взять и тот, и тот. Это нужно для того, чтобы сын получал зарплату на карту. Вот, он устроился на работу. И нам сказали так, что выписку с динарского счета мы вам дадим, а с евро она вам просто не нужна, потому что недавно приняли такое, я не знаю, как это все они регулируют, там закон, не закон, либо у них какие-то внутренние распорядки, какие-то документы банка, я не знаю, каким образом. Ну, в общем, у них есть такое а, распоряжение, что с российскими паспортами клиентам теперь не будут поступать переводы какие-либо откуда-либо в евро на евросчет. Это запрещено. В общем, если мы правильно поняли, то это именно так. Если у кого-то есть другая информация, напишите, пожалуйста, потому что вот в нашем банке нам сказали так, такую информацию. То есть сказали, что даже вам она и не нужна, вот эти вот реквизиты, то есть вам все равно никто ничего не переведет туда. Вот, только в динарах. Но так как сын здесь работает, ему будет зарплата в динарах, то есть в принципе ему без разницы. То есть мы взяли на счет в динарах реквизиты, и нас это устроило. Но сама эта новость, конечно же, достаточно неприятная. В принципе, на нас она никак не скажется, потому что мы в свое время все успели сделать, нам переводить больше неоткуда евро на счет, поэтому, в принципе, нас это никак не тронет. И мало того, еще раз уточню, что не для всех, у кого русский паспорт, а для тех, кто не является резидентом Сербии. У нас резидентство Сербии будет получено через месяц. То есть у нас будет в конце сентября ровно год, как мы имеем здесь ВНЖ. И через год, когда у вас есть ВНЖ в Сербии, вы получаете резидентство. То есть берете бумажку в полиции, подтверждение, что вы уже здесь ВНЖ имеете больше года, и идете в банк, отдаете, и там вам открывают новый счет, переводят его как резидент уже Сербии, и адрес будет прописан в реквизитах вашего счета, будет прописан уже сербский, тот, по которому вы проживаете здесь. На данный момент у нас прописан еще российский адрес, и в случае, если бы нам кто-то перевел бы деньги, евро на этот счет, то этот перевод был бы заблокирован, то есть отказ получили бы, деньги перевести нельзя. Ну, у нас как бы не надо нам это делать, слава богу, что мы все это уже сделали. Но, конечно, все это очень неприятно, а, потому что к чему это ведет? То есть я так понимаю, что официальных каких-то возможностей перевести деньги на евросчет здесь, в Сербии, уже не существует. То есть люди, которые не успели приобрести недвижимость и хотят еще это сделать, скорее всего, не смогут. Но, может быть, это только Альта-банк. Я не знаю. В общем, если у кого-то есть какая-то информация, напишите, пожалуйста. Может быть, в других банках это и не так. Хотя я сомневаюсь, к сожалению. Вот. И, наверное, тогда остается только один вариант официальный – это ручками вести, то есть каждому члену семьи давать евро в эквиваленте 10 тысяч долларов, включая, кстати, малолетних детей. Даже если у вас грудничок с собой, то на него тоже можно вести 10 тысяч. Вот, собирать всех своих родственников и вести вот так вот. Это для тех, наверное, кто еще планирует переезд сюда. Но, опять же говорю, это наш опыт, это наш банк, которым мы являемся клиентами, Альта-банк. И вполне возможно, что в другом банке каком-либо это не существует таких правил. Вот, в общем, конечно же, такая история, как вот какие-то ограничения для людей, которые имеют российский паспорт с российскими паспортами, она уже начала и проявляться и в Сербии, что, конечно же, ну, огорчает. Хотя, еще раз повторюсь, на нас это никак не сказалось, мы успели все сделать, у нас больше не будет никаких крупных переводов в евро и так далее. Мы обосновались, живем в Сербии, работаем здесь, и зарплата у сына приходит в динарах, как положено, в местной валюте, поэтому, в принципе, на нас это никак не сказалось, но просто это неприятно осознавать, что вот так вот к российским паспортам даже в Сербии уже теперь относятся. Хотя, возможно, это не связано с Сербией. Может быть, это с банками-корреспондентами связано, скорее всего.
но как факт выливается это вот в такую историю. Вот, так что получается, наверное, кто не успел, тот опоздал. Либо еще есть какие-то варианты, но это достаточно сложно сделать, не так, как это сделали мы в свое время. Достаточно легко. И еще немножко хочу сказать по поводу того, что иногда, очень редко, но иногда пишут, что делают свои какие-то выводы о том, что нам здесь плохо, что мы не живем здесь, а существуем. Ну, я понимаю, что люди некоторые хотят, чтобы так было, но это не так на самом деле, поэтому люди эти озвучивают какие-то свои хотелки, свои мысли, и которые не соответствуют вообще тому, что есть на самом деле. И так как вы пишете на мой канал это, то есть это, получается, ко мне имеет отношение, как вы считаете, то, конечно же, я имею право ответить на это. И я хочу сказать, что нам в Сербии живется очень хорошо. Мне нравится город, в котором мы живем. Я уже много раз говорила о том, что мне он нравится в силу того, что он очень похож на мою родину, на Крым. То есть Южная Сербия, она очень похожа на Крым. И мы себя здесь чувствуем как дома с сыном. Те планы, тот минимум, который мы себе обрисовали, который мы хотели добиться, за этот год мы его достигли. То есть мы приехали, купили квартиру здесь, обжились в ней, создали в ней уют. У нас летом не жарко в квартире, комфортно. Мы сделали здесь все, чтобы мы себя чувствовали комфортно. Зимой у нас не холодно, у нас обогревается, у нас электрический котел топит батарею. У нас нет смога, о котором пишут постоянно, что он в Сербии. Он минимальный. Он есть, конечно же, нужно быть честными, но он минимальный. То есть у нас квартира находится, наш дом, на возвышенности, и смог уходит весь в низину, в центр. Чего мы еще хотели достичь за короткий срок какой-то? То есть необходимое все. У нас есть медицинская страховка. То есть если мы приболели, мы не пугаемся, что нам некуда деться и как нам лечиться. Мы спокойно идем к врачу, обращаемся по любому поводу. Простуда. Вот завтра мы едем с сыном делать УЗИ коленки, потому что ему несколько лет назад в России делали операцию на колено. Он порвал связку и делали операцию на колено. И сейчас у него бывает какой-то дискомфорт. Это не прям проблема, не сказать, что там болит что-то, нет. Но какой-то дискомфорт он обычно бывает, что ощущает. И поэтому мы хотим провериться, все-таки прошло уже приличное лето, провериться, все ли хорошо. Поэтому мы взяли направление, идем делать УЗИ, смотреть. Вот, это все без проблем. Если нужно направление на какую-то процедуру или какому-то другому специалисту, то все берется у терапевта. В нашей поликлиничке маленькой, куда мы относимся, очередей вообще не бывает. То есть это все очень быстро и проблемы никакой нет. Вот. То есть с медицинской страховкой решили вопрос. Мы легализовались полностью. У нас есть ВНЖ, уже скоро мы будем резидентами Сербии. Дальше. Сын по максимуму изучил язык. Он прекрасно разговаривает по-сербски, все понимает. Я тоже ходила на курсы, изучала сербский язык, но мне далось это тяжелее. В силу возраста я не так хорошо. Конечно же, что-то я уже знаю, что-то даже могу сказать, но это минимум, к сожалению, пока что. Вот. Дальше. Я занимаюсь тем делом, о котором я мечтала. Я рисую свои картины, я их рисовала и в России, но продавать я их практически не могла вообще, особенно с тех пор, как в России перестали работать все сайты, на которых можно было выставлять свои работы. К сожалению, в самой России картины не пользуются спросом. Любые, не только мои. Вот, сейчас я рисую, и мало того, что я занимаюсь своим любимым делом, я их не просто складываю на полочку, я их продаю, я на этом зарабатываю. Да, здесь есть нюансы, я не могу прям продавать их много, но я и рисовать не могу их много, потому что это не штамповка, это картина, я ее рисую неделями. Поэтому это все меня устраивает, такой процесс. И да, я в нише не могу их прям дороже продавать. Здесь есть тоже определенная ниша. В нише ниша. Интересно получилось.
Вот, есть определенный ценник, выше которого вряд ли люди будут покупать. Конечно, в Белграде я бы смогла их дороже продавать, в Европе тоже дороже, но я их все равно продаю, и меня это устраивает. Я веду YouTube-канал. Кто не знал, там тоже есть зарплата. Сын. Сын тоже достиг того, чего хотел. Он нашел работу, прекрасную работу, то, что он и искал по своей специальности. И мало того, эта компания достаточно перспективная. Это австрийская компания, которая здесь открыла свою дочку в городе Ниш. Поэтому мы достигли тех планов минимум, которые мы себе строили за этот год. Теперь остается, в принципе, уже по такой прямой уже дорожке просто двигаться, жить, наслаждаться этой жизнью. И уж совсем становится смешно, когда пишут, что мы тут мучаемся. В общем, мы не мучаемся, мы наслаждаемся этой жизнью. Нам в Сербии очень нравится жить. Вот, так что иногда жизнь, она похожа на такую, знаете, а, движение по каким-то джунглям или лесу заросшему, когда ты понимаешь, куда тебе надо идти, вот там точка, вот туда тебе нужно двигаться, но все мешает, у тебя перед лицом ветки, листья заросшие, колючки какие-то торчат, и тебе нужно просто аккуратненько все это отодвигать в сторону, то, что тебе мешает, и двигаться туда, куда тебе нужно. Вот таким образом можно добиться того, чего ты хочешь. Главное понимать, к чему ты стремишься. В общем-то, у нас были понимания абсолютно четкие, и за этот год мы их добились. У нас все хорошо. Сколько же у нас сегодня градусов? На террасе в тенечке 32. Вот. Завтра как будто бы обещают один день понижения до 28. Будет дождь. Ну, не знаю, не факт, что обещают. Так оно и будет. Вот. А потом снова 35 и даже 37 в следующий день. В общем, мы пока живем в полной жарище. Но я говорю, слава богу, что мы живем в городе Ниш, где есть такая особенность. Здесь горный район, где температура все-таки к вечеру сильно-сильно опускается. Мы вчера выходили погулять и даже шли в рубашках, потому что такой свежий ветерок был. Наверное, градусов было около 20, может быть 19, вот так вот.
клумбе цветочки мне очень нравятся. По-моему, называется канны, если я не ошибаюсь. Ну и георгины там растут.